Я Роберт, мне 19 лет, и мой никнейм Паци. Я родился в Москве, папа башкир, мама татарка. Они приехали из Уфы, там учились, там и познакомились в институте, авиационном институте. И переехали в Москву, и там уже меня родили. Изначально мы жили в коммуналке. Те, кто там жил, они работали с моими родителями на одной работе. Это ЦИАМ, который производит двигатели для самолетов. Далее они развивались по карьерной лестнице на этой же работе, и им дали квартиру уже в другом районе, где уже не коммуналка, а нормальная обычная квартира. Мы жили в Марьино, но при этом я учился на бульваре Рокоссовского в школе. То есть я там поступил в подготовительные классы, и далее уже я не захотел уходить с этой школы, потому что я там подружился с людьми, и мы уже не стали переводить меня в Марьиновскую школу, потому что я не хотел этого. Вот. Соответственно, мы начали ездить каждый день там по часу-полтора, утром в 6 утра вставать. В этот же момент я еще начал заниматься плаванием. Родители меня, по сути, с детства подготовили к этому. Они там в 3 года начали меня водить в бассейн и так далее. Потом отдали в итоге на секцию, что постепенно переросло в более серьезное. И я начал много этому уделять времени. И после школы, когда я заканчивал, я, по сути, оставался на продленке, делал там домашние задания, весь день проводил, по сути, в школе до 6 примерно вечера. И родители, когда заканчивали свою работу, ездили за мной и отвозили меня на плавание. Из-за того, что я оставался в школе, мне в целом нечего было делать, кроме как сначала сделать уроки, а потом заниматься чем угодно. И в целом и с плаванием все было хорошо. Если углубляться в плавание, то я прозанимался около 4 лет и заработал первый юношеский разряд. Занимался я до 9 лет. 9 лет я уже бросил, потому что я очень устал от такого графика, и прям мне было очень лень после школы постоянно это вечером ездить на плавание. И, как оказалось, потом я скучал по этому, но на тот момент я очень устал от этого. Вот. Родители тоже не хотели, чтобы я бросал, но в итоге они приняли мое решение, я ушел из плавания. В тот же момент я потихоньку начинал играть в игры. Это где-то 4 класс, наверное, 5. Изначально вообще я начинал играть в танки, World of Tanks. Мы пришли к семье друзей с родителями. Они играли в танки, и мы с папой заинтересовались этим, и мы с папой начали тоже, сели, поиграли, нам понравилось. Потом уже я начал переходить на другие игры, там с другом по школе уже начал играть в Майнкрафт и еще всякие игры, он меня подсаживал. В итоге, как и получилось, потом он предложил мне поиграть в КС. Я особо не хотел этого делать. Я хотел дальше продолжить в Майнкрафт играть с ним. Он меня уговорил, я в итоге... Родители кидали деньги на телефон, я с телефона вывел деньги на комп и купил себе КС. На тот момент, я думаю, у многих такое бывало, что родители не разрешают тратить деньги на игры. Но я вот таким способом купил себе КС и начал много играть с другом. Изначально, понятное дело, мы там апались по званиям, там дошли до всяких супримов, глобалов. И потом он уже нашел команду, и меня тоже позвал туда. Мы начали ездить на всякие первые ланы. На первый лан мы с ним вдвоем поехали, там 2 на 2 был лан. На тот момент это для локальных людей это был достаточно известный клуб. Там играли такие, как Бумыч, Мост.ТТ в свое время, да. Многие московские ланеры, которые сейчас и на просцене есть, они там играли. Через какое-то время мы поехали на 5 на 5 уже лан, F5 Big LAN Cup. Мы на тот момент вышли из группы, обыграв достаточно известных тогда московских ланеров. Потом в первой игре плей-оффа мы проиграли Лехе Овердрайву. Мы им проиграли в 0, там что-то 16, и вылетели. Те ребята, которых мы обыграли в группе последних, они меня запомнили. На тот момент у меня еще был ник Пацанчик, такой забавный никнейм, да, но в итоге я его потом сменил. В целом так началась моя какая-то более-менее профессиональная карьера. После этого я начал активно играть в лан-турниры, знакомиться с новыми ребятами, все больше и больше. В итоге начал играть много миксов и на фесте прошел на CIS Pro Лигу. На тот момент я проходил, получается, тест Дракарис, Эсериал, и команда там была такой микс, Трики, Дарксайд, такие ребята. Трики, Дарксайд, они меня не взяли. Они сказали, что я хорошо играю, но им нужно более опытного человека, потому что им нужен результат здесь и сейчас. Трики же в этот же момент, когда он меня тестил, он написал Сереге Халу, который был в Испаде тогда, то, что посмотрите, этот пацанчик, он хорошо играет, можете потестить его, я думаю, он вам подойдет. В этот момент я продолжал тест в Дракарис и в Эсериал. В Эсериал вроде меня уже взяли, а в Дракарис надо было дальше проходить тест. В итоге я поговорил с Лешей Овердрайвом, я ему доверился и пошел в Эсериал.
в Испаде начались замены, и нас взяли с Сетфом туда. То есть там заменили Railway и Хеглейна на меня и Сотфика. В итоге был состав Сотфик, я, Декстер, Финниган и Бандура, Дима. В целом более известная же история, наверное, для всех. Это уже активные игры на ХЛТВ, наш проход на РМР. После того, как вот этот РМР отменили, и мы не полетели в Бразилию, меня и Декстера выкупили в Spirit. Получается, я был в этот момент 6-м игроком. Первые игры у меня не удавались. Ко всему к этому еще Valve ввели правило, то, что на РМРах, на мажорах будут добавляться штрафные очки за 6-х игроков. Из-за этого правила Valve все отказались от этого. Ну и, соответственно, Spirit тоже, и я в итоге попал в Spirit Академию. Мы долго думали, что со мной делать. Либо сдать аренду в какие-то другие команды, либо собрать вокруг меня Spirit Академию. Потому что там Цертус и Хали считали, что опыт капитанства — это очень важная тема, и даже если ты будешь потом будущим игроком, капитанство тебе может помочь вообще в любом деле. Ну, в итоге так и получилось, что я попал в Spirit Академию на капитана. Могу сказать, что это было довольно сложно для меня. Много молодых ребят, я капитан, и после того, как я уже был на каком-то плюс-минус уровне тир 3, который перерастал в тир 2, тир 1, да, то, что мы там прошли на мажор, у меня уже были какие-то более-менее ожидания, что я уже вот-вот скоро и уже 6-й игрок Spirit, но в итоге вот не сложилось, и из-за этого мне было очень сложно, то, что сейчас снова проходить, по сути, заново этот путь, но, как оказалось потом, это мне очень сильно помогло. Далее мы играли в Spirit Академии, я был капитаном, мы потихоньку играли всякие вот эти турниры, и в этот же момент уже начинался мажор в Стокгольме, где Spirit показали, основной состав Spirit показал не очень хороший результат, из-за чего и начались замены, переработка состава, там Цертус ушел с поста тренера, Хали его заменил, Сережа, и начал строить состав. Он, получается, оставил Борю и Абдула, и взял меня, и вокруг нас троих уже строил состав. Ну и в итоге по сей день я играю вот в основном составе Spirit, и скоро будет уже год. В целом Spirit очень сильно изменил мою жизнь, я стал более ответственный, более самостоятельный. Переезд в Сербию тоже на этом сказался. Все люди, с которыми я познакомился в Spirit, так или иначе влияют на меня, и я считаю, что это в лучшую сторону. Я в правильном месте, и меня окружают правильные люди. Самое яркое воспоминание в Spirit — это, наверное, наш последний мейджор. Ну, наверное, это очевидный ответ, но так или иначе, это на данный момент самое запоминающееся, что было в моей карьере Counter-Strike. Я не хочу забывать те чувства, которые я испытал на сцене, и хочу обязательно это повторить еще вновь. В принципе, в следующем году планы на мою карьеру — это также дальше развиваться, пытаться подтвердить свой статус тир-1 команды, также и самому развиться до стабильного тир-1 игрока, чтобы показывать стабильный результат на каждом турнире. Если говорить про Counter-Strike, я бы еще хотел внести название своей команды в историю Counter-Strike и как-то запомниться в ней. Если говорить не про CS, то я бы еще хотел снова начать путешествовать, и буду стараться все для этого делать.